В этом видео сравним его с другими моделями 3D лазерных уровней, также зелеными, от этой же компании Hyupar. Посмотрим, какие есть отличия по функционалу, по алгоритму переключения плоскостей. Также в этом видео разберем его, посмотрим, как все устроено внутри, как он настраивается, и сравним толщину лазерных линий на разных расстояниях у всех трех нивелиров. Друзья, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте колокольчик со всеми включенными оповещениями, чтобы не пропустить другие видео. А впереди еще очень много интересного. И давайте начинать. Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня будет на обзоре очередной 3D лазерный уровень от компании Hyupar. Это модель GF360G с зеленым лучом. Итак, приходит уровень вот в такой матерчатой сумке с резиновой ручкой. В принципе, сумка очень хорошо сделана, имеет всего два отсека. Если говорить о сумке 603-го CG, то у него тоже матерчатая сумка вот с таким внутренним вспененным полиуретаном и ячейками под каждый аксессуар. У B03, как помните, идет вот такой маленький небольшой чемодан пластиковый. Да, на канале вышел недавно подробный сравнительный обзор двух этих приборов 603 CG и B03 CG. Обязательно посмотрите, я сильно на них сегодня заострять внимание не буду. Ну, конечно же, пройдемся по каким-то отличиям. Но если хотите узнать подробнее, то обязательно смотрите то видео. Ссылку оставлю в правом верхнем углу. Переходите и смотрите. Что касается комплектации, у Hyupar 603 CG в комплекте такое магнитное крепление. Друзья, все это, конечно, подробнее есть в других обзорах. Вот такой адаптер для работы от сети и зарядки аккумулятора в приборе с таким штекером. Инструкция на разных языках, в том числе на русском. Магнитная мишенька, сделанная вот таким образом. Аккумулятор у него, заметьте, он другой. И есть такой специальный бокс для работы от простых батареек. Это одно из главных отличий от этих двух приборов. Эти два прибора от батареек работать не могут. У B03 CG, как помните, вот такое крепление магнитное. Очень классное, отлично сделанное. На мой взгляд, очень удобное крепление. Зарядка идет уже Type-C, вот с такой вилкой. USB и Type-C. Это намного удобнее, опять же. Пластиковая мишень у B03 идет такого формата, с пластиковой ножкой и магнитом. И инструкция также на разных языках, включая русский. И комплектация Hyupar GF360G. Здесь уже есть отличия, друзья. Вилка идет USB и microUSB, не Type-C. Ну, тоже очень распространенный вариант. В принципе, также неплохо. Сама вилка немного другого формата. И технические данные вилки, кому интересно, можете посмотреть здесь. Инструкция, друзья, на разных языках, но на русском языке ее здесь нет. Мишень пластиковая, такая же, как у B03 CG, такого же формата. Крепление. Крепление здесь, на мой взгляд, тоже очень интересно и, возможно, даже поинтереснее, чем у B03. Такое же крепление было у Hyupar 902 CG. Если помните, был такой обзор у меня на канале, можете посмотреть. Два неодимовых магнита мощных, резьба 5/8 дюйма, можно крепить на саморезы крепления. Здесь есть резиновые пяточки, чтобы не портить магнитную поверхность. Прибор крепится сюда, здесь становый винт с резьбой 1/4 дюйма, и эта площадка поворачивается вокруг своей оси. Снизу также расположены магниты неодимовые, 3 штуки уже поменьше, и 2 резьбы для установки на штатив либо штангу 1/4 дюйма и 5/8. И также есть резиновые пяточки. Здесь есть еще такая градуировка с указателем со стрелкой. Площадка двигается довольно плотно и, в принципе, можно фиксировать даже какой-то угол. То есть, допустим, на эту резьбу вы крепите на штатив прибор и устанавливаете необходимый угол по градуировке, и прибор по факту у вас вниз не съедет, потому что двигается он достаточно плотно. Да, аккумуляторы. Не сказал про аккумулятор B03. Значит, аккумуляторы у них на первый взгляд похожи, но они в принципе одинаковые, на 5200 мАч 3,7 вольта. Но у B03 аккумулятор идет уже посвежее, он идет с отдельной зарядкой. То есть его можно заряжать отдельно, и здесь есть индикатор заряда. У аккумулятора, который идет в комплекте с GF360G, отдельной зарядки нет. Он, кстати, продается отдельно. Этот аккумулятор пока не продается, но надеюсь, он скоро появится. Но здесь для зарядки аккумулятора отдельно, именно в этом комплекте есть вот такое зарядное устройство. То есть вставляете аккумулятор по направляющей, защелкиваете, подключаете к розетке и заряжается он отдельно. Но это, друзья, только в комплектации, которая подороже. Стоит он 10 150 рублей. Вот с этим отдельным зарядником. Без такого зарядного устройства этот комплект будет стоить 9130 рублей. Это где-то 119 долларов. И по этой же цене идет Hyupar B03 CG. Он стоит вот в этом комплекте с этим аккумулятором также 119 долларов.
HUPAR 630G это топовая модель, очень классный уровень на самом деле, очень популярный. Стоит он подороже, в районе $141. И 630G еще есть версия с Bluetooth. Стоит он где-то на $25 подороже. Там уже можно управлять прибором дистанционно с телефона. В некоторых ситуациях это может быть очень удобно. Все ссылки на эти приборы я оставлю под видео. Да, друзья, для тех, кто живет в Украине, все эти приборы можете купить в специализированном магазине. Ссылку на него также оставлю под видео. Так, и давайте быстренько пробежимся по техническим характеристикам. Модель GF360G, класс лазера 2, длина волны 510 плюс-минус 5 нанометров, погрешность плюс-минус 3 мм на 10 метров, диапазон работы компенсатора 4 градуса плюс-минус 1 градус, рабочее расстояние 45 метров и с приемником 60 метров. Ну, друзья, 45 метров это все в зависимости от степени освещения. Чем ярче, тем короче. Время работы 5 часов, если включены все плоскости от одного заряда батареи. Литиевая батарея, защита от пыли и влаги IP54, рабочая температура от минус 10 до плюс 50, температура хранения от минус 20 до плюс 70. И сам прибор, друзья. В целом он сделан неплохо, все такой же качественный пластик, хорошая резина. Но если сравнивать с 603 или B030G, то лично мне как-то корпус его нравится меньше. Во-первых, он раскладывается на две половинки, это не так удобно. И здесь есть такие маленькие отличия, которые говорят не за этот прибор. Ну, допустим, крышка батарейного отсека закрывается просто так, без какой-либо прокладки, без резинки, нету никакого ни паза, ни шипа. Да, друзья, такой момент. На аккумуляторе есть такая направляющая выемка, и обычно в приборах есть такой же шип, но здесь этой направляющей нет. Чтобы правильно вставить аккумулятор, ориентируйтесь вот на эту маленькую направляющую. Вот здесь выемка, а здесь маленький такой шипик. То есть вот так и вставляете аккумулятор. Это первое замечание. Второе замечание. Мне не очень нравится, как здесь сделаны резьба 5/8 дюйма и 1/4. То есть вставлен такой просто кусок металла. Если сравнивать с тем же 630G, здесь стоят такие более аккуратненькие втулки. Да, и у 603 CG здесь уже есть резинка по периметру, а здесь такой шип у батарейного отсека. То есть закрывается он намного герметичней. Если брать B030G, то у него также одна втулочка с резьбой 1/4 дюйма и сделан намного аккуратней. Хотя у батарейного отсека также нет никакой резинки и нет никакого шипа. Но и закрывается он все равно получше, поплотнее, в отличие от GF360G. Еще небольшой минус — это вот заглушка гнезда для работы от сети. Помните, я говорил в обзоре сравнения 603 и B03, что как раз у B03 эту проблему решили. То есть вот у него такая же заглушка, она входит в резину, и сама заглушка сделана из такой мягкой резины. То есть я вот закрываю, и она обратно там остается. Хорошо входит и отлично так сидит. То на GF360G эта заглушка такая осталась старая, из жесткого материала, такая еще стоит на клубионе. И вот когда у вас постоит прибор на зарядке несколько часов, потом вы вынимаете зарядку, просто у вас вот так отгибается вот эта заглушка, и обратно она уже не зажимается, она уже не встает туда. Исправить это можно только если выкрутить ее и позагибать в другую сторону, потом обратно прикрутить, и тогда она встанет на место. Это, конечно, не очень удобно и не продумано. Тумблер включения у него находится спереди, двухпозиционный. Сейчас компенсатор заблокирован. Да, кстати, друзья, он пришел мне с разблокированным компенсатором. И в этом кроется также небольшой минус, на мой взгляд. Этот прибор включается с кнопки. То есть, когда компенсатор открываете, вот включаю компенсатор, маятник разблокирован, но прибор не включается. То есть, чтобы его включить, нужно нажать кнопку. И также, когда я компенсатор блокирую, вот я заблокировал его, то прибор не выключается. Нужно удерживать кнопку до выключения. То есть, собственно говоря, так и получилось. Вот прибор выключен, компенсатор разблокирован, он не горит, мне его так и отправили. Соответственно, всю дорогу он болтался. Хотя с российского склада он ехал реально очень быстро. Новый рекорд поставлен, доставка за 2 дня. Это очень быстро. Не знаю, на мой взгляд, это большой минус, когда так включается прибор. Если, допустим, горит B030G, я разблокирую маятник, и у меня сразу загорается прибор. Выключаю, маятник блокируется, и прибор выключается. То есть сразу все понятно, заблокирован компенсатор или нет. То же самое происходит на 603 CG. Сейчас компенсатор заблокирован, включаю, сразу загорается горизонт, компенсатор разблокирован. Выключаю, нивелир весь выключается, и компенсатор блокируется. Это реально удобней. Что касается лазерных модулей, то здесь они у всех разные. У 603 вот такого плана, у B03 вот такие лазерные модули, и у GF360G они третьего плана. Но сегодня, друзья, посмотрим толщину линии от всех этих лазерных модулей на разных расстояниях и сравним.
Клавиатура управления тоже имеет отличия. У 603 и у B03 она практически похожа. Две кнопки, переключение плоскостей, она же и включает режим с заблокированным компенсатором, и режим работы с приемником. И у обоих нивелиров есть четырехступенчатый индикатор разряда батареи. У Hyupar GF360G клавиатура в принципе похожа. Она также имеет кнопку переключения плоскостей и активирование режима работы с заблокированным компенсатором. И также кнопку P для перехода в режим работы с приемником. Но такого четырехступенчатого индикатора здесь нет. Все три нивелира работают от сети, как со вставленным аккумулятором, так и без него. Единственное, 603 CG работает еще и от простых батареек. Эти два прибора от простых батареек работать не могут. И, друзья, получается, что в комплекте у этого прибора есть отдельная зарядка. Это будет удобно. То есть вы можете работать без вставленного аккумулятора, просто от розетки, в то время как аккумулятор у вас заряжается. У B03 CG можно, в принципе, провернуть такую же историю. Заряжать аккумулятор отдельно и просто взять еще одну зарядку Type-C и работать им от сети без вставленного аккумулятора, либо заиметь второй аккумулятор. Для того, чтобы включить режим работы под наклоном, то есть заблокированным компенсатором, у 603 CG зажимаем кнопку лазер на 2 секунды, загорается горизонт и можно размечать что-то под любым наклоном. Линия будет мигать раз в 5 секунд. Этой же кнопкой лазер можно переключать плоскости по отдельности. И выключается режим, когда прощелкаете весь алгоритм. Либо же можно включить и выключить тумблер. Также прибор выключится. Hyupar GF360G. Нажимаете кнопку включения один раз и загораются все три плоскости. Также можно размечать под любым произвольным углом. Линия мигает в этом режиме также где-то раз в 5 секунд. Чтобы выключить этот режим, нужно зажать эту кнопку на 3-4 секунды. Все, прибор выключится. B03 CG. Также нажимаете на кнопку включения, загораются все три плоскости и размечаете что-то под наклоном. Чтобы выключить режим, можно включить либо выключить тумблер, либо зажимаете эту же кнопку на пару секунд и прибор выключается. Далее, при включении тумблера компенсатор разблокируется. У Hyupar 603 CG включается один горизонт. Если наклон будет выше, чем заявленный диапазон работы компенсатора, то линия будет мигать в таком темпе. Звукового оповещения здесь нет. И в этом режиме переключайте плоскости по отдельности. Один горизонт, одна вертикаль, две вертикали и все три плоскости. И так по кругу. Hyupar GF360G. Включаете компенсатор. Прибор разблокирован, ничего не включается. Нажимаете на кнопку включения, загораются все три плоскости. И если будет разгоризонт, превышен диапазон работы компенсатора, то линии будут вот так быстро мигать. Звукового оповещения тоже здесь нет. Дальше этой же кнопкой переключаете плоскости по отдельности. Алгоритм следующий. Нажимаете, остается одна вертикаль и горизонт. Следующее нажатие другая вертикаль и горизонт. Следующее нажатие две вертикали. Следующее один горизонт. Следующее нажатие одна вертикаль. Следующее нажатие одна другая вертикаль. Следующее нажатие все вместе. Ну то есть достаточно большой, длинный такой алгоритм, но можно выбрать реально все по отдельности. И кнопка P — это режим работы с приемником у всех. Линия в этом режиме начинает гореть чуть тусклее. Этот режим предназначен для работы на улице в тандеме с приемником. B03 CG. Если угол наклона будет превышен допустимый, то линии будут вот так быстро мигать без звукового сопровождения. Кнопкой включения можно переключать плоскости по отдельности. Вот сейчас горит только вертикаль и горизонт. Следующее нажатие один горизонт. Следующая одна вертикаль. Следующая две вертикали. Следующая все три плоскости. И так по кругу. Здесь в принципе тоже очень хороший, удобный алгоритм. Вы можете выбрать отдельно горизонт и вертикаль, чтобы был крест на стене. Отдельно один горизонт, отдельно одну вертикаль, либо все плоскости. В этом плане самый удобный алгоритм у этих двух приборов. У 603 CG алгоритм чуть проигрывает. А что насчет скорости установки компенсатора? Давайте начнем с Hyupar 603 CG. То есть после включения либо толчка прибора, либо переустановки на другое место, как быстро он установится. Раз, 2, 3, 4. Друзья, в районе 4 секунд Hyupar 603 CG устанавливается. Теперь давайте посмотрим B03 CG. Компенсатор у меня разблокирован. Наклоняю прибор. Раз, два. Друзья, меньше 2 секунд прибор установлен и готов к работе. Отличный показатель. И давайте посмотрим Hyupar GF360G. Включаю компенсатор, включаю плоскости. Раз, два, три. Но тоже в районе 4 секунд, чуть побыстрее, чем Hyupar 603 CG. То есть в этом тесте победил B03 CG, однозначно.
Друзья, как помните, из сравнения этих двух приборов проще всего настраивается B03 CG. Hupar 603 CG настраивается чуть посложнее, но тем не менее тоже настраивается. Обязательно посмотрите то сравнение, я там разбирал эти приборы. Сейчас я их разбирать не буду, потому что все можно посмотреть там. Hupar GF360G разбирается немного по-другому, он разбирается на две половинки вдоль. Hupar B03 CG разбирается на половинке, но вверх. Это намного удобнее, у него снимается просто крышка и ничего не мешает. То есть полный доступ ко всем юстировочным болтам. Здесь также нет большой необходимости разбирать весь прибор, так как настройка доступна просто при снятии башен. Я сейчас все равно разберу его пополам, но хочу вам показать сразу. То есть вот вы снимаете башню от вертикалей, и здесь есть два юстировочных винта маятника. Вот там желтенький, если вам видно, под шестигранник. Это продольный юстировочный болт. Перемещаете его в теле маятника, тем самым меняете положение центра тяжести маятника, и он устанавливается уже немножко по-другому. Ну, грубо говоря, сюда выкручиваете его, он здесь давит больше, заставляет маятник наклониться, и, соответственно, горизонт у вас также наклоняется вперед. Это вертикаль. Наклоняется вперед, но она здесь не имеет особого значения. Именно этот болт на эту вертикаль не влияет. Этот болт будет влиять на эту вертикаль. И она также будет либо опускаться, либо подниматься в связке с этим горизонтом. И также есть поперечный винт. Его здесь не видно, он находится вот там. И здесь сделано специальное отверстие. Такой же винт, как этот под шестигранник, только поперечный. То есть уже будете перемещать его, и горизонт будет меняться в этом положении. Соответственно, на эту вертикаль, на переднюю, этот болт не будет иметь особого значения, но будет иметь уже на эту вертикаль. То есть она будет настраиваться вот в этом коридоре. То есть здесь так-то в принципе все достаточно просто. Единственное, у вас может быть сбито две вертикали, какие-то несоосные. И вам сначала придется положение маятника отрегулировать положение одного лазерного всего модуля, а остальные два настраивать по отдельности. По отдельности они настраиваются вот этими четырьмя болтами нижними. Но здесь в чем вопрос? Здесь может не быть зазора между вот этим основанием лазерного модуля и самого маятника. То есть у вас не будет маневра для настройки. И для этого уже необходимо разобрать корпус полностью, посмотреть и понять, где есть зазор, а где нет. То есть мы выясняем, на каком лазерном модуле зазора нет, и именно тот лазерный модуль настраиваем положением маятника, то есть с помощью поперечного и продольного юстировочного винта. Настроили этот модуль, плоскость показывает правильно, остальные две плоскости, у которых есть зазор, уже настраиваем по отдельности. Я думаю, здесь все понятно и просто. Да, друзья, что касается башен, у каждого снизу есть такая прокладка, сюда вставляется стекло. Вот здесь также оно есть. И также прокладка есть, вот эта резиновая прокладка в каждой башне. То есть получается резиновая прокладка сверху и снизу стекла. И все это прижимается на 4 винта. Это отличное решение, на мой взгляд. Также в принципе сделано и у B03 CG. Здесь все то же самое. 603 CG собирается по-другому. У него уже металлические башни. Там тоже есть резиновые прокладки, но башни крепятся именно при защелкивании корпуса. То есть так-то они жестко стоят все, но насколько сильно прилегает резина к корпусу, тут сложно сказать. Итак, вот я разобрал прибор полностью. Друзья, ну о чем я и говорил, это крайне неудобно. Нужно отклеивать все наклейки. Когда корпус раскладывается таким образом, батарею не вставить, то есть прибор не запитан. И, собственно говоря, весь компенсатор сделан на пластиковом скелете. То есть, вот как видите, тот же Hupar B03 CG, там металлический скелет. В общем, там удобство в разы лучше. Здесь все достается. В общем, такая схема, лично мне она вообще не нравится. Так, ну давайте посмотрим зазоры. У горизонта зазора между модулем и телом маятника нет совсем. Вот у этой вертикали, не знаю, видно вам или нет, небольшой зазорчик есть. И также есть, ну очень маленький, но есть зазорчик и у второй вертикали. То есть по факту, если будет несоосное смещение, то сначала настраивается горизонт, маятником вводится, а потом подводится по чуть-чуть обе вертикали. Ну как-то так, друзья. В общем, разборка у Hupar GF360G мне не нравится совсем. Теперь давайте сравним толщину лазерных линий на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 метров и 10 метров. Итак, на одном метре сверху идет Hupar 603 CG, потом Hupar GF360G и самый нижний Hupar B03 CG. Толщина у 603 около миллиметра, второй 360G чуть потолще, где-то 1,8 мм, и Hupar B03 CG толщина тоже около миллиметра. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах 603 CG сверху чуть меньше 2 мм, потом GF360G чуть больше 1 мм и нижний B03 CG около 2 мм, возможно чуть побольше. Здесь самый тонкий GF360. Давайте посмотрим на 10 метрах.
И на 10 метрах сверху также 603, он чуть больше 2 мм, потом GF 360, он 2 мм, он, кстати, чуть потоньше даже. И самый нижний B03 CG, он в районе 4 мм. Но, друзья, в этом тесте выигрывает GF 360G. Да, кстати, друзья, может кто-то усомнится в толщине. Фотоаппарат всегда чуть-чуть добавляет толщины. Я смотрю вживую и называю вам истинные цифры. На фотоаппарате, может, кажется, они все чуть потолще. И давайте еще проверим его на точность. Как помните, погрешность у него плюс-минус 3 мм на 10 метров. Как правильно считается погрешность, друзья, обязательно смотрите на сайте laserlevel.ru, так как многие неправильно считают ее. И давайте проверим как раз на 10 метрах. Здесь у меня как раз есть 10 метров, 10,43 мм. Горизонт проверим, прогоняя по точке все сектора горизонта. Вертикали проверим по ранее проверенному 603 CG. Очень точный уровень. Будем просто сопоставлять. У кого нет проверенного уровня, просто берите нитяной отвес и проверяйте по отвесу вертикали. Самый простой и надежный способ. И также проверим незаявленную характеристику, такую как расхождение угла 90 градусов между вертикалями. Итак, давайте начнем с горизонта и отметим точку. Отмечаем точку посередине линии. И теперь поворачиваем прибор на 90 градусов. Я буду поворачивать по часовой стрелке, но это не принципиально. И смотрим, как проходит второй сектор через эту точку. Так, второй сектор проходит с небольшим смещением на 10 метрах, где-то около 1,5 мм. Но, друзья, пока все отлично. Давайте посмотрим следующий сектор. Для этого снова разворачиваем прибор и смотрим заднюю часть плоскости, как проходит через первоначальную точку. Так, третий сектор, задняя часть плоскости проходит чуть выше первоначальной точки, но где-то примерно на том же расстоянии, даже чуть поменьше, около миллиметра. Давайте посмотрим последний сектор. Для этого еще раз развернем прибор. Давайте смотреть. Так, и последний сектор проходит через предыдущую. Но, друзья, максимальный разбег от первоначальной точки не больше 2 мм на 10 метрах. Поэтому горизонт с лихвой укладывается в заявленные характеристики и настроен даже чуть поточнее, чем заявлено. В общем, с горизонтом все в порядке, несмотря на то, что компенсатор был разблокирован в пути. Давайте посмотрим вертикали. Для проверки вертикали включаю вертикаль на HuPar 630G и вертикаль на HuPar GF 360G и сопоставляю их. Давайте посмотрим, как они проходят относительно друг друга. Итак, друзья, вот первая сторона первой вертикали 360G идет справа, HuPar 630G слева. Друзья, видно, что они идут абсолютно параллельно. Давайте посмотрим вторую сторону. Для этого разворачиваю прибор другой стороной и смотрим вторую сторону первой вертикали. Вторая сторона первой вертикали. Теперь слева идет GF 360G, справа идет HuPar 630G. Друзья, они абсолютно параллельны. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Так вот, первая сторона второй вертикали, я положил их друг в друга. Друзья, не знаю, возможно, кверху есть маленькое такое расхождение, около миллиметра, но это вполне в допустимых нормах. Давайте посмотрим вторую сторону. Разворачиваем другой стороной и смотрим. Вторая сторона второй вертикали. Слева идет HuPar GF 360G, справа HuPar 630G. В общем, вертикали также хорошо настроены. Для проверки угла 90 градусов отмечаем точку на перекрестии и отмечаем две точки на перпендикулярных прямых, на этой и на этой. Ну, к примеру, можно на этой и на этой, неважно. Расстояние я возьму в одну сторону, почти 2,5 метра, и в другую сторону почти 7,5 метров. Друзья, чем дальше расстояние, тем сложнее будет разглядеть точку, потому что на нее нужно будет наводиться. Это самое муторное в этой проверке. Так, точку посередине я отметил на перекрестии, и давайте отметим ближнюю и дальнюю точку. Вот так у меня отмечена ближняя точка и так отмечена дальняя точка. Теперь поворачиваем нивелир на 90 градусов и наводим перекрестием на точку снизу. И также наводимся одной вертикалью на ближнюю точку. Но если получится, то можете наводиться на дальнюю точку. А потом смотрим, как проходит вторая вертикаль через вторую точку. Да, друзья, еще раз напоминаю, это не заявленная характеристика. Поэтому, если на таком расстоянии у вас расхождение до 5 мм, то это отличный результат и считайте, вам повезло. Так, давайте сейчас я наведусь и потом посмотрим. Итак, вот я навелся перекрестием на точку. Не знаю, видно вам или нет, потому что перекрестие реально очень яркое. Вот так навелся на ближнюю точку. И давайте посмотрим, что происходит на дальней точке. И на дальней точке очень даже маленькое расхождение. Друзья, в районе максимум 2 мм, а то и меньше. Я считаю, это очень круто, очень хороший результат. Угол 90 градусов здесь тоже неплохо выдержан. То есть нивелир настроен отлично по всем параметрам.
В общем, друзья, несмотря на то, что нивелир достаточно точный и у него хорошая тонкая лазерная линия, он в этом тесте выигрывает, мне все равно почему-то этот нивелир не зашел. Мне не нравится, как он разбирается, не нравится, как он устроен внутри, поэтому, честно говоря, даже не знаю, если бы я выбирал из этих трех нивелиров, Hupar 603 CG классный прибор однозначно, но он стоит подороже. Если говорить о B03 CG и GF 360G, то я безоговорочно бы выбрал Hupar B03 CG. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, какой нивелир вам больше нравится и какой нивелир взяли бы вы. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На этом все, всем добра, пока-пока.